Сегодняшний день стал очередной позорной вехой преступлений незаконного режима. Силовики ворвались в офис Тутбай и в квартиры редакторов издания. Сам портал был заблокирован. Все это произошло из-за очередного уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Якобы компания, которой принадлежит самая популярная независимая медиа в Беларуси, будучи резидентом ПВТ с 2019 года, получала выручку, необусловленную деятельностью, которая разрешена резидентам. Дело было заведено прямо сегодня. Стоит отметить, что накануне исполнился год со дня кончины основателя Тутбай, мецената Юрия Зисера. Сотрудники Департамента финансовых расследований проявили поразительное великодушие, что не вломились в офис портала в этот скорбный день. Однако они предположительно наведались к вдове Зисера Юлии Чернявской, которая с утра перестала выходить на связь. Помимо этого, обыски прошли в квартире главреда Тутбай Марины Золотовой. Чтобы попасть туда, силовики выломали дверь, а также у журналистки Елены Толкачевой. Возле офиса портала были задержаны директор стартапа Rocket Data Дарья Данилова и журналист-онлайнер Александр Чернуха. Помимо Тутбай, атаки силовиков подверглись офисы Ав.Бай и Работа.Бай. Народный лидер Светлана Тихановская назвала происходящее оккупацией и умышленным убийством медиа и независимого портала. На жителя Чечерска Юрия Ковалева завели уголовное дело за оскорбление президента. Казалось бы, что тут особенного, ведь подобных дел в нашей стране сейчас много. Оказывается, нелестные высказывания в адрес человека, считающего себя президентом, мужчина произнес на приеме у психиатра, когда проходил комиссию на право управления автомобилем. Но врач, видимо, не знает, что разглашение врачебной тайны в нашей стране уголовно наказуемо, и донесла на сторонника перемен в милицию. Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Важно отметить, что ранее Юрий уже привлекался к ответственности, правда, по административным статьям за якобы участие в несанкционированных мероприятиях. Ему довелось посидеть на сутках в Брагине, Гомеле, Чечерске и даже в Будо-Кошелеве. А во время избирательной кампании он агитировал за Светлану Тихановскую. Из-за преследований сын Юрия вынужден был бежать за границу. На родине у него остались жена и 2 несовершеннолетних детей. Иметь свое мнение, которое не совпадает с так называемой политикой партии, хоть и не запрещено законами Беларуси, но на практике сурово наказуемо. В этом убедились 1,5 десятка работников Беларуснефти, которых задержали на прошлой неделе. Массовый хапун с обысками у нефтяников прошел предположительно из-за их высказываний в неформальном корпоративном чате. По словам коллег, мужчины свободно выражали свои мысли по поводу обстановки в стране и, вероятно, сказали что-то не то. Многих из задержанных отпустили, вручив административные протоколы. На одного мужчину повесили уголовное дело. Это далеко не первый случай, когда рабочие предприятия подвергаются преследованию за присоединение к стачке или высказывание против беззакония. Так, на днях был задержан еще один сотрудник Беларуснефти Дмитрий Грищенко. В октябре прошлого года он записал видеообращение от имени работников предприятия против насилия в стране. Задержание связано якобы с попыткой скрыться, хотя мужчина даже не давал подписку о невыезде. Помимо этого, 6 сотрудников Беларуснефти, которые присоединились к общенациональной стачки, были уволены. Многим из них пришлось уехать из страны. В свете таких событий совсем не удивительно, что белорусские заводы стремительно загибаются. Ведь люди – это не бездумные винтики экономики, как хотелось бы нелегитимному. У каждого человека есть свое мнение, и очевидно, что критическая масса тех, кто считает этот режим преступным, сейчас велика как никогда. Фестиваль активного образа жизни, который проходил в субботу в БГУ, закончился для некоторых ее участников задержанием. Студентку юрфака Виолетту Лютчик забрали еще на входе, так как во время досмотра вещей девушки была обнаружена БЧБ-наклейка на ее ноутбуке. После чего она тут же была доставлена в РУВД Центрального района, а затем на Крестина. В понедельник на суде студентку обвинили в выкрикивании лозунга «Живи Беларусь», а вот про БЧБ-наклейку на компьютере ни слова. Вину свою Виолетта, естественно, не признала, однако это не помешало судье наказать девушку штрафом 100 базовых величин. Это более $1000. Позже стало известно, что задержан был также студент факультета международных отношений Роберт Казак. Его отправили на Крестина на 15 суток. Судя по ежедневным задержаниям людей, такими большими штрафами бюджетная кубышка диктатора не слабо пополнится. Нелегитимный решил вновь нанести по Европе сокрушительный ответный удар своими симметричными санкциями. Под прицел попало самое дорогое – Евровидение. Провластная белтелерадиокомпания отказалась транслировать песенный конкурс, поскольку на нем не будет тех, ради кого шоу вообще стоило бы смотреть. Группа «Голосы из места». Напомним, что музыкантов «Ебатик» не допустили на конкурс из-за текста их песни. Группа сделала еще несколько попыток, и они оказались провальными. Впрочем, для зрителей, которые ожидали увидеть феерическую победу Беларуси,
Беларуси на Евровидении. В этом году Белтелерадиокомпания припасла кое-что особенное. Они смогут утешиться концертом Льва Лещенко и пролить слезы разочарования над российскими мелодрамами. Напомним, что конкурс стартует уже сегодня в Копенгагене, где пройдет первый полуфинал. Финал конкурса состоится 22 мая. Жители Беларуси могут посмотреть трансляцию шоу на YouTube. Вчера перед Жлобинским МЧС стояла непростая задача – ликвидировать последствия серьезной аварии на белорусском металлургическом заводе. Причиной происшествия стало короткое замыкание одного из распределительных устройств водного хозяйства, в результате чего отключились насосные установки, прекратилась подача охлаждающей воды и было остановлено оборудование в нескольких цехах. Водой залило весь машинный зал с насосами. Важно отметить, что подобная авария на этом предприятии не редкость. Один из ушедших в стачку заводчан ранее уже сообщал журналистам о том, что в цехах во время сильных дождей можно наблюдать настоящие водопады. Рабочие не справляются спасать продукцию, и она отправляется в брак. А починить крышу, по словам экс-металлурга, задача для руководства, видимо, не из простых. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!